За следующие 25 минут вы изучите Вроцлав со всех сторон. От центра до окраины, от культовых мест до скрытых и колоритных, даже от солнечной до серой и снежной погоды. Посетим с вами самые вкусные и атмосферные заведения, устроим свой тур по гномам и еще попадем на рождественскую ярмарку, чтобы вы точно знали, чего ждать от Вроцлава этой зимой. Приятного просмотра! Вроцлав – это столица Силезии, 4-й по населению и один из самых старых городов Польши. Тут проживает 630 тысяч людей по официальным источникам, а по факту близко к миллиону, учитывая всех мигрантов. Это уникальный в своем роде город, потому что расположен на 12 островах, соединенных 112 мостами. С них и начнем, а точнее с песчаного острова, который идеально подходит для неспешных прогулок. Хоть островок небольшой, но наполненный красивыми местами. Это и римско-католическая церковь, и милые гномы, к которым мы с вами еще вернемся, и виды на самый главный остров Вроцлава. Так что фотолокаций тут много. Тумский остров на самом деле уже не остров, но точно одно из самых привлекательных мест Вроцлава, куда стекаются все туристы. Уже в X веке здесь жили люди, а позднее это место стало самым насыщенным на духовные места. Собственно, Тум и означает собор. Здесь вы увидите красочные домики, сможете подняться на башню святого Иоанна Крестителя, прогуляться по ботаническому саду, а еще понаблюдать за процессом зажигания газовых фонарей по вечерам. Я вот была в восторге от этого представления. Главный собор Вроцлава по классике жанра не раз был разрушен. То от пожара, то от взрыва боеприпасов. Так что восстановлен он был недавно, в послевоенные годы. Если планируете пожениться во Вроцлаве, не забудьте потереть романского льва у главного входа в собор. Я надеюсь, это он, потому что на льва это не очень похоже, но если да, то на счастье. Надеюсь, не поздно. Тут же на острове спрятан кусочек Хогвартса. Лично мне эта арка его сразу напомнила. Еще один мост в нашем списке – Грюнвальдский, потому что красивый, массивный и также с красивой панорамой, которые влюбили меня в этот город. Напротив Тумского острова находится идеальное место для отдыха – Вроцлавский бульвар, где можно не только посидеть с чашечкой кофе, но и совершить часовой круиз по реке Одра. Ну и прежде чем перейдем к старому городу, я покажу вам еще две интересные локации. Первая – это форум музыки, где постоянно проводятся разные концерты, мастер-классы и другие мероприятия. Всю программу можно посмотреть у них на сайте и там же купить билет. К слову, главный зал форума выглядит потрясающе и может вместить до 1800 человек. А сразу возле здания находится целых 19 гномов, когда-то 20, которые устроили свой собственный оркестр. И вторая локация – это Вроцлавская опера, на сцене которой выступали такие легендарные деятели искусства, как Рихард Вагнер, Никколо Паганини и Генрик Винявский. С оперы до старого города ведет людная, но в то же время уютная улица Швидницка, в конце которой нас встречает самый большой гном Вроцлава – Папа Гном. Догадайтесь сами, на чем он стоит, и напишите прямо сейчас в комментариях. За последние десятилетия гномы стали главным символом Вроцлава, так как уже очень давно считались добрыми духами. По легенде, на территории современного Вроцлава они появились много веков назад. Краснолюдки, как называют их поляки, помогали людям. Работали в поле, нянчили детей, готовили еду, убирали в доме. За последние 23 года город заполнили около 800 бронзовых статуэток гномов, и это количество постоянно растет. Чуть ли не на каждом углу вы можете их встретить, особенно в центральных районах. Есть даже специальные карты и экскурсии, посвященные поиску гномов по Вроцлаву. А мы, в свою очередь, устроим свой личный тур в этом выпуске. Посмотрим, сколько и каких гномов мы встретим, и начнем на счетчик с тех мест, которые уже обошли. Ну и, собственно, вот он, старый город Вроцлава. Самая атмосферная и насыщенная часть города, которая собрала лучшие достопримечательности, многовековую историю, миллионы людей со всего мира и всевозможные активности. От парада собак и фестиваля гномов до рождественской ярмарки, на которую мы с вами и попали.
Вроцлавская ярмарка одна из самых ярких и масштабных в Польше, и я сама не ожидала, что здесь будет так уютно и красиво. На 2 площадях здесь находится огромное количество деревянных домиков с уличной едой, вкусной и не очень, мы уже попробовали, и сувенирами. Но особенно меня поразил вот этот вот домище, их тут несколько, с милыми заведениями и фотолокациями. Сейчас только все начинает работать, и мы снимаем для вас с самого утра, чтобы было не так людно. Pani zima. Pinokio poznał lisa i kota. Помимо красивейшей анимации и уличной еды, активностей вас ждет на ярмарке еще много. Вот вам аттракционы. Кстати, на этих вот оленях с Дедом Морозом мы уже катались. Был еще забавный момент, что после того, как мы покатались на них, это, кстати, было весело, и я на видео снимала, вот показываю, то после нас, через несколько минут, другие люди застряли на этих горках, прямо на подъеме вверх. Вот тир с мягкими игрушками, вот, конечно же, елка, вот чашка, в которой тоже почему бы и не сфоткаться. Короче, тут не скучно. А знаете, где еще не скучно? В автобусном туре по городам Европы. Спешу с вами поделиться горячими турами от Wow Trip, официального туроператора в Польше. Просто представьте себе уютный отдых в Болгарии и Турции, в прямом смысле шикарные Канны, Ниццу и Монако и солнечное море в Испании. Вот эти 3 тура вы можете получить со скидкой в 5%, если оплатите в злотых. А на турах в города Германии, Прагу и Будапешт вы можете сэкономить целых 10%. Подробнее про туры читайте в описании под видео. Wow Trip – это про качество, безопасность и душевные компании. Они работают с 2017 года, и за это время их услугами воспользовалось более 50 тысяч человек. По сути, отдых с ними по атмосфере как лагерь, только взрослый, с которого вы возвращаетесь с новыми знакомствами и, конечно, впечатлениями. Так что переходите по ссылке в описании, выбирайте для себя лучший тур и при бронировании укажите, что вы от меня, чтобы получить персональную скидку. В центре главной рыночной площади находится ратуша, которая вас сразу впечатлит своей готической архитектурой и деталями. Здание со всеми пристройками строилось несколько этапов на протяжении примерно 250 лет, с 13 по 16 век. Просто представьте, какое количество людей вложили в нее свое время и силы. Сейчас в ратуше находится филиал Вроцлавского городского музея и пивница Швидницка, один из старейших ресторанов Европы. Обойдя вокруг рыночной площади, вы можете увидеть около 60 красочных домов, которые основали в свое время богатые горожане Вроцлава. Их можно долго рассматривать, подмечая маленькие детали и отличия. А если зайти в самый центр площади, то можно оказаться в очень уютном, милом дворике с парочкой магазинов и спрятанных локаций. И, конечно же, не забываем про гномов. Время ускорить наш счетчик, потому что площадь рынок – это сердце обитания вроцлавских гномов. Еще пару интересных фактов про рыночную площадь. Во-первых, она 5-я по величине в Польше. Во-вторых, с нее идут 11 улиц, по 2 в каждом углу. И в-третьих, до 70-х годов прошлого века здесь курсировали трамваи. Возвращаясь к доходным красочным домам, хочется остановиться на 2 самых интересных. Это дома Гензель и Гретель, которые расположены на углу главной площади, рядом с церковью Святой Элизабет. 500 лет их объединяет арка с очень мрачной легендой. На вершине арки можно найти надпись на латыни, которая переводится как «Смерть, врата жизни». Ее добавили сюда, потому что раньше перед церковью находилось кладбище. По легенде, здесь была похоронена нечестная продавщица, а ее призрак преследовал ближайших владельцев магазинов до тех пор, пока ее тело не выкопали и не сожгли. Ну а кто же Гензель, а кто Гретель? Можно предположить, что Гретель, или по-польски Малгося, это более высокий и богато украшенный доходный дом, а Гензель, то бишь Ящ, более низкий и неприметный. Кстати, арка между ними создает впечатление, будто Гензель и Гретель держатся за руки.
Тут же рядом находится скрытая историческая улочка Ядки. Раньше на ней находились мясные лавки и бойни, чему посвящена скульптура с животными, а сейчас сувенирные магазины и арт-галерея. Также в старом городе находится знаменитый мост Кающихся. Он там где-то наверху, его неудобно снимать. Подняться на него стоит 15 злотых. С него открывается видно на весь Вроцлав, так что если хотите, можете это сделать и заодно увидите двух гномов, Теклу и Мартынку. А мы движемся дальше. Во всем старом городе Вроцлава находится очень много классных заведений с высокими оценками, и для этого видео мы, конечно же, выбрали наше любимое – Перугарня Рынок 26. Колоритный ресторан польской кухни, расположенный прямо на рыночной площади. Мы здесь уже в 4-й раз, так что взяли проверенные вкусные блюда, хотя на самом деле все вкусное, просто некоторые сеты более жирные, не всегда нам везло. Заказали, собственно, журик и пироги. Пироги еще делают, а журик принесли, пробуем. Это великолепно. Он такой кислый, очень приятный, насыщенный, просто нереальный вкус. Тут еще есть грибы. Ну, как по классике, колбаса, грибы и яйцо. В общем, топ. Это лучшее блюдо. Обязательно тут попробуйте. Пироги с курицей – это прям топ. Они очень нежные, мясо такое приятное, сладковатое. Ну, прям вот идеальное. Не знаю, как они так идеально сделали. Еще и соус такой необычный, с помидорами. Второй раз пробую, и вот точно так же вкусно. Итак, за 2 журика и 2 порции пирогов получилось 122 злотых. И это, в принципе, нормально, потому что это шедеврально вкусно. Так что, если вы любите, обожаете польскую кухню или хотите пробовать впервые, то это место прям рекомендую, не разочаруетесь. И, кстати, как-то в одном видео я пробовала польские блюда, 10 польских блюд, и делилась с вами впечатлениями. Так что, если не видели, обязательно посмотрите. Ссылка вас ждет в описании. Поели, теперь можно и продолжить прогулку. На очереди у нас Вроцлавский университет, который находится на краю старого города, прямо возле каналов. Его история началась в 1702 году, и за 3 столетия этот университет подарил миру 9 нобелевских лауреатов в области физики, литературы, химии и медицины. Студенты могут учиться на польском и английском языке, и стоить это будет от 2000 евро в год. Можно и бесплатно, если вы поляк и имеете список определенных документов, или если вы одаренный украинец или белорус с высокими баллами в аттестате. Как туристы, вы можете даже зайти внутрь университета за небольшую плату, чтобы посмотреть на красивые аудитории и подняться на математическую башню, еще одну смотровую площадку Вроцлава. За атмосферой, свежими фруктами, мясом, выпечкой и шопингом в целом вам в Халу Торгову, классический крытый рынок в здании начала 20 века, где, кроме всего прочего, находятся необычные ретро-заведения, где можно перекусить. Со старым городом и центром все понятно. А как же выглядят другие районы Вроцлава? Например, на окраине. Лешница – это, как по мне, один из самых уникальных районов, где стоит прогуляться. Мы здесь, кстати, живем, поэтому уже успели все обойти и подобрать для вас самые интересные места. Еще в 13 веке Лешница была отдельным городом, а позже даже деревней. Эту местность не раз разрушали, а во время Второй мировой здесь действовала одна из частей концлагеря Гросс-Розен. В него отправляли людей разных национальностей, в основном это были поляки, для строительных работ. В 28-м Лешница вошла в состав Вроцлава, а в 48-м обрела свое настоящее название. Да, раньше это была немецкая Лисса. Сейчас Лешница – это очень спокойный и уютный район в западной части Вроцлава, а также конечная станция транспорта. Кстати, да, отсюда к центру ехать час на трамвае, и это единственный минус, с которым мы столкнулись, живя в этом месте. Главная достопримечательность Лешницы – это замок, история которого началась еще в XII веке. Замок проходил разные периоды, в его стенах успело побывать много правителей, и он даже послужил местом съемки для одного польского фильма. Вторую мировую войну замок пережить смог, а вот пожар в 1953 году – нет.
Тогда его полностью перестроили, поэтому здание, которое мы с вами видим сейчас, довольно новое, и уже долгое время замок работает как культурный центр. И вот так плавно мы переходим с вами к моему любимому месту всего района, это Лишницкий парк. Территория парка невероятно красивая и ухоженная. Здесь есть озеро, несколько мостиков, много зелени, лавочки, игровые площадки и даже туалет. По краю парка протекает река Быстрица, да и в целом людей здесь обычно мало, что добавляет уюта и спокойствия этому месту. Также в Лишнице есть очень много частных секторов, по которым приятно гулять, изучая каждый дом и его территорию. Здесь можно встретить как новые дома, так и прям старые-старые. Одним словом, место аутентичное и интересное, особенно если обращать внимание на детали. И вот мы, пройдя совсем немного от прошлого парка, попадаем в новый. Да, как казалось, Вроцлав наполнен большим количеством парков, как маленьких, так и больших, и каждый из них уникальный и уютный по-своему. И закончим нашу прогулку по Лишнице еще одной красивой улицей, которых здесь очень много. И хочу сказать, что жизнь здесь очень классно, и гулять тоже, быть таким туристом, потому что, по сути, вы можете идти куда угодно, куда глаза глядят, и вам понравится. Вот, так что, если, кстати, хотите посмотреть на ЖК, где мы живем, квартиру и что находится в округе, то я это все снимала в переезде в Вроцлав, и, собственно, ссылку я оставлю в описании. Переходите. На очереди у нас супер уникальное заведение, которое появилось на карте Вроцлава совсем недавно. Это макулатура, кофейня и по совместительству книжный магазин, где можно найти книги на украинском, английском и польском. Владелица кофейни — украинка Юля. Юля выучилась на программиста, но не нашла работу. Начала думать про открытие своего дела, и идея долго не заставила себя ждать. Она с детства обожает книги и кофе, поэтому решила соединить две своих любви в один концепт. Ну, во-первых, атмосфера здесь очень классная. Мы поднялись на второй этаж, специально поближе к книгам. Я любитель книг. И давайте пробовать, что мы тут заказали. Первое — это крафтовое латте для идеальной жены, которая с яблоком и карамелью. Сладенько, но не сильно, потому что остальные крафтовые латте, они более сладкие. Обычно брать не хотелось, мы выбрали такое, что-то среднее. Следующий на очереди у нас Наполеон. Очень нежный, классный. Сладкий, но опять же прям не сильно. Я думаю, как раз вместе получается просто бомбезно. И последнее пробуем. Тут, конечно, не видно вам, но здесь находится чай с кусочками манго, еще с чем-то. Это Андрей взял для себя. Ему, в принципе, понравилось. Пробуем, как мне. Для меня, конечно, кисловато, и запах прям вообще очень специфичный. Вкус необычный, но это не совсем мое. Я больше люблю обычный чай или латте. Миссия Юли и ее команды – расширять границы между книголюбами и кофеманами. Они верят, что чтение и кофе объединяют людей вокруг себя и стремятся создать комьюнити для ценителей. Я сама случайно узнала об этой кофейне через рекламу и долгое время следила за ними в Инстаграм. И вот, наконец, побывала вживую. Так что оставлю ссылку на их профиль и для вас. Обязательно приходите, если вам откликнулась его атмосфера. Короче, мы думали взять одну книгу, мы будем брать 3, потому что очень интересно. Выбор, большой. Тут прям целая такая библиотека с разными жанрами. Так что выбирайте на свой вкус. Мы выбирали долго, но выбрали. А сейчас я покажу вам скрытую и очень колоритную локацию Вроцлава, о которой многие не знают. И это дворы муралов.
Район, в котором мы с вами сейчас находимся, на Доджи, он вообще не популярный среди туристов, потому что они не знают, что если зайти во двор дома на улице Рузвельта 5, то можно увидеть огромное количество фресок и застрять тут на часа 2 как минимум. Авторы идеи проекта и муралов — это сами жители многоквартирных домов. Вместе с локальными фондами и художниками они создали десятки арт-объектов в виде картин, фресок, керамики и скульптур. Причем забавно, что этот проект развивался сначала в одном дворе, а потом жильцы из двора напротив позавидовали этой красоте и захотели себе создать нечто подобное. Сейчас вы можете здесь встретить портреты самих жителей дома, множество животных и растений, спортивные муралы, райский сад, а также динозавров, принцесс, замков, египетских рисунков, вот такого милого котика и много чего еще. Лично я в полном восторге, я такого еще не видела, вот прям чтобы в одном месте, причем еще в жилом дворе, находилось только ярких и красивых рисунков. Кстати, проекту муралов уже почти 10 лет, и все равно дворы продолжают ими наполняться. И мы, кстати, застали немножечко процесса. Ну, а людей здесь совсем мало, так что если будете как-то во Вроцлаве, то обязательно сюда загляните и поделитесь в комментариях, как вам локация. А теперь угадайте, что это за штуковина 90 метров в высоту? Это иглица, стальной, пугающий своими масштабами шпиль, который находится по соседству с еще одной памяткой – залой столетия. Построили иглицу в 1948 году, в эпоху социализма, а по высоте она была, кстати, на 10 метров выше. Но молния внесла свои коррективы, ударив в иглицу спустя считанные часы после завершения строительства. Интересно, что остатки тех 10 метров военные снести не смогли, а студенты-скалолазы-любители каким-то образом это сделали. Переходим к жемчужине вроцлавского модернизма – залу столетия. Построен он был по проекту архитектора Макса Берга в начале 20 века, когда Вроцлав входил в состав Германии и назывался Бреслау. Многие были уверены, что здание обрушится из-за столь массивных форм, но даже война обошла его стороной. Сейчас тут проходят конференции, выставки, концерты и другие мероприятия, спортивные в том числе. Вокруг залы можно пройтись по уютной аллее колонн, особенно красивой в теплое время, насладиться большим музыкальным фонтаном, заглянуть в платный японский сад или бесплатный, но милый парк с уточками. Еще одна важная локация Вроцлава – это памятник анонимному прохожему. 14 бронзовых человеческих фигур как бы спускаются и выходят из-под тротуара по обе стороны дороги, что символизирует борьбу за свободу и перерождение Польши. Разные издания включали памятник в мировые топы, как один из самых красивых, необычных и творческих, и, как по мне, заслуженно. А вот эту улицу не встретишь ни в каких топах, куда пойти во Вроцлаве, а зря. На Войцеха Богуславского стоит прогуляться хотя бы раз, чтобы увидеть интересные ретро-заведения и попробовать вкуснющую пиццу с печи вот в этом месте. Особую атмосферу этой улочки добавляют звуки поездов, проезжающих сверху. Ну и в целом, расположение ресторанов необычное, согласитесь. Переходим от уникального к банальному. Ну, почти. Sky Tower – это, наверное, самый популярный торговый центр Вроцлава, но не потому, что здесь какие-то крутые магазины и заведения, а потому что это единственная высотка во всем городе, на крыше которой открывается панорама на весь Вроцлав. Мы лично не видим смысла подниматься наверх за 30 злотых на человека, так что просто погуляем рядом и покажем вам, например, необычные старые дома в виде кораблей. Ну а что? Как по мне, это тоже интересно. Ладно, дополню еще фактами наш Sky Tower. Во-первых, высота его башни достигает 212 метров, и само здание является четвертым по высоте во всей Польше. Во-вторых, помимо торгового центра и смотровой площадки, здесь также работают офисы и живут люди. И в-третьих, у входа здесь стоит оригинальная и единственная во всем мире скульптура Сальвадора Дали «Профиль времени». Серьезно, я сама не верила, что это оригинал, ну типа какой-то торговый центр и Дали. Но, как казалось, на самом сайте ТЦ и по отзывам в Google картах оказалось, что это правда. Бронзовый профиль времени весит 1300 килограмм и является продолжением размышлений художника о жизни, времени, мимолетности и постоянстве судьбы, начатых картиной «Постоянство памяти», известной также под названием «Капающие часы».
Итого мы с вами насчитали 61 гнома, включая вот этих двух. Могли бы и больше, но, честно, уже было лень их снимать, и часто мы просто забывали об этом. А в сумме я встретила около 150 штук. В конце хочу сказать, что из всех польских городов, где мы были, Вроцлав стал для меня одним из самых душевных и любимых. Мои фавориты из выпуска — это Муралы, Лишница и Пирогарня. А что впечатлило вас, напишите в комментариях. И посоветуйте классные локации, которых видео не было. Увидимся совсем скоро. Пока!